В последние недели в международной политике внимание привлекли несколько ключевых событий, касающихся Южного Кавказа и его безопасности. Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стал так называемый план президента США Дональда Трампа, связанный с созданием транзитного коридора через Южную Армению, который должен соединить две части Азербайджана. Этот проект вызвал отклик в Иране, где его восприняли как серьезную угрозу безопасности. Старший советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Вилаяти, известный тем, что поздравлял Азербайджан с победой в Карабахской войне, заявил, что Тегеран категорически против так называемого Зангезурского коридора, поскольку он может способствовать расширению присутствия НАТО к северу от Ирана, что представляет угрозу для безопасности как северных регионов Ирана, так и для южных территорий России. По словам Вилаяти, план Трампа – это, по сути, переработанная версия старого проекта, который Иран и раньше отвергал. Теперь его реализация проходит через активное вовлечение американских компаний в Армении. Армянская сторона, в свою очередь, подчеркивает свою приверженность принципам территориальной целостности и суверенитета. Посол Армении в Тегеране Григор Акопян заявил, что этот проект будет способствовать экономическому развитию региона, обеспечив новые возможности для взаимосвязанности и торговли. Однако в Иране относятся к этому с настороженностью, видя в проекте не столько экономические выгоды, сколько потенциальные военные последствия. Интересно, что в то время как Иран обеспокоен возможными последствиями для своей безопасности, некоторые другие игроки в регионе демонстрируют активность в поддержке того же плана. Например, посол США в Армении Кристина Квин охарактеризовала проект в Южной Армении как «путь Трампа к международному миру и процветанию», призывая другие страны следовать этому пути и признать проект по его официальному наименованию. США надеются, что использование этого термина поможет избежать путаницы и сосредоточиться на предполагаемых экономических выгодах. В то же время азербайджанская сторона продолжает активные дипломатические усилия. По информации, озвученной бывшим советником начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Владимиром Погосяном, Баку ведет закрытые переговоры с США и структурами НАТО, касающиеся возможного размещения военной базы на Каспийском море. Подобный сценарий, по его оценке, способен привести к серьезному конфликту с Россией, если Москва не скорректирует свою позицию по Украине и внешнеполитическому давлению. Эти потенциальные шаги вызывают серьезную обеспокоенность у Ирана, где их рассматривают как возможное начало прямого военного противостояния. Параллельно, по тем же данным, Азербайджан ведет негласные контакты с американскими конгрессменами по вопросу полной отмены 907-й поправки, ограничивающей оказание помощи Баку со стороны США. Одним из активных лоббистов этого направления в Вашингтоне называется конгрессвумен Анна Полина Луна, которая одновременно поддерживает инициативы, связанные с расширением американского военного присутствия на Каспии. Все это подчеркивает масштаб и глубину стратегических интересов США в регионе, способных осложнить и без того непростые отношения Азербайджана как с Ираном, так и с Россией. Тем временем Индия продолжает укреплять свои связи с Арменией, рассматривая ее не только как двустороннего партнера, но и как часть более широкой стратегии по соединению Юго-Западной Азии с Европой через Южный Кавказ. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвари подчеркнул важность развития транспортной инфраструктуры, включая проекты, такие как порт Чабахар и международный транспортный коридор Север-Юг. Индия поддерживает Армению в различных сферах, включая оборону, и готова оказывать содействие в развитии инфраструктуры региона. Таким образом, ситуация в Южном Кавказе остается крайне напряженной и многослойной, с участием различных мировых игроков, каждый из которых преследует свои интересы. Азербайджан и США укрепляют свои связи. Иран и Россия обеспокоены возможными последствиями, а Армения и Индия продолжают искать пути для укрепления своего положения в этих сложных геополитических условиях. Одновременно с геополитическими процессами на Южном Кавказе активно развиваются экономические и энергетические инициативы между Арменией и Азербайджаном.
Заместитель главы правительства Армении Мгер Григорян сообщил о переговорах по возможным поставкам азербайджанской нефти и нефтепродуктов на армянский рынок. Это сообщение вызвало широкий общественный резонанс, поскольку впервые за длительный период речь зашла не просто о контактах на уровне политического диалога, а о потенциально реальном практическом сотрудничестве в стратегически важной и чувствительной сфере энергетики. Эксперты подчеркивают, что такие инициативы могут приносить прямую экономическую выгоду обеим сторонам. Армения получает альтернативный источник топлива, что повышает ее энергетическую безопасность и снижает зависимость от традиционных поставщиков. Для Азербайджана это открывает дополнительное направление сбыта, позволяя диверсифицировать экспорт и укрепить позиции на региональном энергетическом рынке. Особое значение при этом имеет роль государственных структур. Именно они первыми заходят в стратегические отрасли – нефтяную, газовую и электроэнергетическую, задавая модель взаимодействия, которой в дальнейшем могут следовать частные компании. Кроме того, эксперты обращают внимание на реакцию России. Сегодня Москва сосредоточена на решении собственных масштабных задач, связанных с санкционным давлением, логистикой и переориентацией экспортных потоков. В этой ситуации армянский рынок не представляет для России стратегической критичности. Исторически Россия поставляла Армении нефтепродукты на льготных условиях, поэтому возможное появление нового поставщика воспринимается как экономически несущественное. В макроэкономическом измерении речь идет о небольших объемах для одного из крупнейших игроков мирового нефтегазового рынка. Аналитики отмечают, что переговоры Армении и Азербайджана в энергетической сфере сами по себе являются важным шагом к нормализации отношений и формированию более прагматичной модели сотрудничества в регионе. Развитие торговли нефтью и нефтепродуктами создает возможности для укрепления взаимного доверия и постепенного снижения исторической напряженности между странами, что может стать основой для более широких региональных экономических и инфраструктурных проектов. В более широком контексте Южный Кавказ остается зоной высокой геополитической напряженности. Активизация дипломатической работы США и Азербайджана, участие Индии и других игроков, а также возможные реакции России и Ирана формируют сложную многослойную картину, где переплетаются интересы безопасности, экономики и региональной стабильности. Любые действия отдельных сторон могут иметь далеко идущие последствия, влияя на баланс сил и стратегическую динамику в регионе. В таких условиях экономические и энергетические инициативы, вроде обсуждаемых поставок нефти и нефтепродуктов, становятся не только коммерческими, но и важными элементами региональной политики и инструментами формирования доверия между государствами. Следите за обновлениями и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости и эксклюзивные аналитические материалы.